Всем привет, дорогие друзья! У каждого в жизни была ситуация, когда нужно было размыть фон. Эта ситуация случается, к примеру, когда не хватает открытия диафрагмы, или даже такие случаи бывают, когда вы просто забыли открыть диафрагму. Но кадр вам нравится, все вам нравится, но вот хотелось бы немножечко размыть фон. И давайте я покажу вам, как я решил данную проблему. Создаем копию слоя, просто перетаскиваем слой на плюсик, выделяем объект. Это необходимо будет нам для страховки в будущем, если что-то пойдет не так. Копировать, Ctrl-C и вставить Ctrl-V. Все, теперь у нас есть отдельно объект без фона. В случае чего, если размоет плохо или еще что-нибудь, или зацепит волосы, мы сможем перекрыть, скажем так, вот этим вот слоем погрешности размытия. Теперь мы его скрыли, он нам не нужен. Давайте про всякий случай еще раз создадим копию. Я сторонник того, что дублирующих слоев много не бывает. И теперь непосредственно переходим к размытию. Фильтр, третий пункт, Neural Filters. Выбираем его. И вот здесь у нас, смотрите, размытие глубины. Включаем. И мы можем настраивать тут степень размытия, температуру, тон, насыщенность, яркость, дымку. Вот, так как я знаю точно, что у меня объект в фокусе, я оставляю эту галочку. Если вам вдруг надо размыть какой-то объект вне фокуса, вы просто снимаете эту галочку и настраиваете настройки. И теперь обратите внимание, у нас уже размытый фон. Мы можем попробовать посмотреть, как будет, если слабее размыть фон. Вот, это немного размытый фон. Мне бы хотелось побольше. Лично я люблю особенно такие фоны грязные, с трубами, с прочим. Мне всегда хочется размыть посильнее. Да, и вот так вот, я думаю, 50. 50 как было, так и думаю оставить можно. Давайте ради интереса попробуем на максимум. Посмотрим просто, как Photoshop справится с этой задачей. И смотрите, кстати, интересно, он создает на фоне боке. Конечно, не такие боке, как если бы вы снимали на 85-ку 1.4, но они достаточно симпотно смотрятся. Почему бы нет? На самом деле вот это вот все размытие, какие-то фотошопные штучки, заметить можете вы, так как вы владелец фотографии, и заметить могут с какой-то вероятностью другие фотографы. И все. А другие фотографы — это не ваши клиенты, не люди, которые придут к вам на съемку. А люди, которые придут к вам на съемку, на все это не будут смотреть. Они не будут даже рассматривать эту фотографию в течение минуты. Они посмотрят на нее 3-5 секунд. Им надо, чтобы картинка была вкусная, сочная, красивенькая, чтобы такой был вау-эффект, и все. На этом все заканчивается. Я уверен, что вот это вот размытие никто даже не скажет, что это искусственно размыли, наверное. И когда вы будете печатать, к примеру, фотокнигу или какую-то полиграфию, оно реально будет намного эффектнее смотреться, чем вот такой вариант. То есть просто вот до, после. Все, я накидываю свой слой сверху, который я вырезал. Давайте посмотрим, что он у нас спас. Ну, по-моему, он ничего не спас у нас. По факту. Волосы на месте, все остальное мне маловажно. Да, отлично сработал инструмент размытия. Просто великолепно. И на самом деле, обратите внимание, сколько я времени на это все потратил. Это заняло у меня, чтобы не соврать, буквально меньше минуты. То есть, если бы я вам ничего не объяснял, я бы, в принципе, просто открыл бы фильтр и просто бы нажал ОК, потому что у меня там настройка 50 меня вполне устраивала. И все, у меня есть отличный размытый фон. Я просто вспоминаю, вот как лет 5 назад я размывал фон.
Это выделить человека идеально. Это размой фон какой-то программой, чтобы она красиво размывала, потому что фильтр размытия по Гауссу смотрится очень некрасиво. Это добавь туда еще какого-то зерна. Нарисуй какую-то бакешку на фоне. Кстати, по поводу бакешки на фоне, давайте просто приукрасим эту фотографию. Я сейчас закину сюда, я их называю спецэффектами, сейчас увидите. Вот, смотрите, я вот такую штучку закинул сюда. Она прикольно смотрится, просто мы берем и режим наложения экран. Что обозначает режим наложения экран? Это то, что Photoshop начинает игнорировать на этом слое черный цвет. И все. А что нам надо? Нам просто надо было черный цвет убрать. Теперь у нас есть вот такая вот, смотрите, приколясная пыль на фоне. Но я бы ее, во-первых, размыл. Я бы хотел закрутить ее. Прикольненько как-то закрутить. Переходим в фильтр, галерея размытия, размытие вращения. И выставляем угол размытия, какой вам больше нравится. Единственное, что надо вот эту вот штуку растянуть на всю. Вот где-то вот так вот, да. Чтобы оно все размывало. То угол, я думаю, буквально 4. Да, меньше даже. Что, серьезно, да? 1, 2. 2, давайте 2 оставим. Смотрите, окей, нажимаем. И чтобы вот эта вот пылька не бросалась в глаза, мы сейчас поиграемся с непрозрачностью, посмотрим, что она нам покажет и расскажет. Теперь давайте мы изменим непрозрачность. Ой, да, я думаю, где-то 50% прям огонь будет. Да, и приблизим, чтобы вообще понятно было, что мы делаем. А то я привык на маленьких работать изображениях. Да, вот так вот мне интереснее. Вот она прямо в целом смотрится сочнее, интереснее. Мне прям нравится. Я в целом результатом очень доволен. Я уже этот вариант скидывал девочке, она была прям в восторге. Вообще супер. Хотя в целом я потратил на обработку этой фотографии, чтобы не соврать, меньше 3 минут. Я просто размыл за минуту фон, даже меньше, чем за минуту. Я просто закинул файл, изменил режим наложения экран, фильтр размыть радиально и непрозрачность 55%. Вот, все, это все действия, что я сделал с этой фотографией. И она в целом стала смотреться намного презентабельнее. И как всегда, не стесняйтесь, творите, создавайте, подписывайтесь, ставьте лайки и пока-пока.